Илюха, участник Алекс Скотт. Сегодня ровно год, как это случилось. Хрен знает, я до сих пор не могу понять, что именно произошло с моим другом. 365 дней назад, часа в 3 ночи, Илюха разбудил меня звонком. Дрожащим голосом он просил приехать к нему домой. Особо не раздумывая, я быстро оделся, сел в машину и отправился к нему. Жил он один в трехкомнатной квартире. В тот день во всем районе отключили свет. Я почти бегом поднялся по лестнице на 18 этаж. Мой друг открыл мне моментально. Оказалось, что все это время он стоял перед дверью, ожидая меня. И я выглядел сильно побледневшим. У него дрожал один глаз, и он как-то неестественно озирался по сторонам. Мы прошли на кухню, где на столе, окруженная зажженными свечами, уже стояла печатная начатая бутылка водки. Вот что он мне рассказал. Возвращался я с работы, прихожу, нет света, лифт не работает. Хрен с ним, включил фонарик на телефоне, иду по лестнице. Слышу где-то позади меня шаги, оглядываюсь, ни черта не вижу в темноте. Но шаги ближе, через пару минут на пролете ниже меня показалась какая-то бабулька. Медленно шла в темноте, даже не светилась себе ничем. Ну хер ли я ж джентльмен, думаю, ничем у бабки светить. Вот и идет себе тихонько на ощупь, стал подниматься помедленнее, чтобы она на меня ориентировалась. Иду, свечу телефоном, бабка сзади топает у самого. Мысли, мол, не видел я ее в доме ни разу, но страха не был. Я что, инвалид беспомощный? Чтоб какой-то старухи бояться. Тем временем я поднялся уже на 10-й этаж, поворачиваясь посмотреть, не свалила ли там бабка, потому что как-то надоело медленно плестись, а нет, не свалила. Наоборот, почти вплотную ко мне идет. От меня до нее ступенек 10 минимум, максимум. Ну и черт с ней, поднимаюсь дальше. Где-то на 15-м этаже как будто холодок по спине прошел. Я резко обернулся, а старуха уже вплотную ко мне стоит, спину дышит. Может, в темноте показалось или еще чего, но лицо у нее было, сука, как у сраного Сталлоне, губа перекошенная, один глаз ниже другого, волосы будто их выдирали кулаками. И стоит за мной, прям руки вытяни, и вот она. В тот момент я испугался, давай быстрее топать. Думаю, шла бы ты нахер, старая. Как-нибудь без меня уже доберешься. Почти бегом залетаю на свой этаж, открываю дверь, захожу в квартиру, проворачиваюсь, чтобы дверь закрыть. И тут, сука, старуха эта стоит прямо в дверях. Тут же меня она толкает, влетает в квартиру, убегает куда-то в комнату. Охренеть, встаю. Думаю, сейчас я вышвырну тебе нахрен, бабка полоумная. Дверь прикрыл, давай эту безумную по дому искать. И тут-то самое странное начинается. Понимаешь, не нашел я ее. Все залазил, в шкафы заглянул, под кровать нет ее. И выйти она не могла. Я бы услышал, если бы кто-то дверь открыл. Ты же знаешь, петли скрипят, как у калитки деревенской. Что делать, не знаю, уснуть не могу. Вдруг она где-то в квартире еще. Но я не поэтому тебе позвонил. Я ведь как по третьему кругу квартиры обошел, думал. Ладно, видимо, действительно не услышал, как она вышла. Запер дверь, включил сериал на телефоне. Пожрал холодные макароны, да попытался уснуть. И вот засыпаю уже, как слышу шепот, что-то вроде. Табуретки перемешались, ножи тащила, палец отрезала. Вены кровят, ничего, ребеночек попьет, успокоится. Подземный, грязный и листы, глаз нет, только кости. Я не сразу сообразил, думал, с телефона сериал шумит. Потом как слушался, сон как рукой снял, оглядываюсь, вокруг темно, телефон в руки, он севший. А шепот продолжается, кнопки включения зажимаю, экран тускло загорается, а я вожу им во все стороны, молюсь, чтобы не выключился раньше времени. И перед тем, как телефон погас окончательно, я увидел ту старуху. Она стояла в углу спальни, спиной ко мне, просто, сука, стояла и шептала. Свет на телефоне погас, но я видел ее. Я моментально вскочил в кровати и побежал в тот угол. Пусто, а шепот продолжался откуда-то из спальни. Я давай бегать, руками махать и орать. Убирайся из моего дома. Минут 10 так гонялся за ней по кругу. Потом шепот прекратился. Я успокоился, дверь в спальню закрыл, на кухне заперся, нашел свечи, повербанк, телефон зарядил.
Позвонил тебе. Мне надо, чтобы мы эту старуху нашли. Если она в доме, пока я ее один искал, она могла мимо меня из комнаты в комнату ходить. А сейчас нас двое, если она в доме, то мы точно ее найдем. Но вот историю ту я как-то скептично воспринял, но друг есть друг, мы выпили с ним, взяли свечи, расставили по всему дому, таким образом, чтобы не было неосвещенных участков. Один из нас обыскивал комнаты, в то время как другой стоял в коридоре и наблюдал. За 4 часа мы 6 раз обыскивали всю квартиру, сменяли друг друга, сыпали муку у порога, даже уже обысканных комнат заглядывали даже в такие места, куда человек в принципе поместиться не мог. Все тщетно. Под утро мы решили, что никакой бабки в квартире нет, попрощались, я уехал на работу. В тот день я еле как дотянул до конца смены и, приехав домой, моментально лег спать. Это был последний раз, когда я видел Илью. Последним его сообщением было: «Спасибо, ты отличный друг, надеюсь, что ее точно нет в доме». После этого он не отвечал на звонки, не появлялся в сети и на работе. Через 2 дня вместе с вызванным нарядом полиции мы взломали замок в его квартире. Илюхи не было, все вещи оставались на своих местах, как я их запомнил. Нагоревшие свечи по всей хате, мука у порогов. Следов драки или насилия никто из полицейских не обнаружил. С тех пор прошел год, мой друг все еще числится пропавшим без вести. А я все никак не могу забыть 2 вещи. Испуганное лицо Ильи, когда он встретил меня у себя дома, грязные залистые следы сморщенных ладоней на потолке его квартиры, обнаруженные при осмотре помещений полиции.